Patrick Lancaster, and right now we are in Rostov, Russia, and we're here today to show you a little bit of an insight on what Russians feel about certain issues. We're doing this at a request from you, our viewers. So we're going to be covering three things. We have covered some, and we are covering more. Make sure you look at all three reports. But in this report, we're going to be covering what do Russians think about the Russian President Vladimir Putin, and how do they think about the Ukrainian President Zelensky. Now, we're also going to be covering what do Russians think about the war in Ukraine, and what do Russians think about Americans and the United States government. Now, we're doing a little bit of a different format than we normally do. Normally we ask a lot of questions, put it all in one report. But this time we're interviewing a lot of people and splitting it up into three different sections. So make sure you see all three, and we're able to do those reports because of viewers like you. You support our work. We don't have any other bosses besides you, our viewers. So make sure you like this video, share it across all social media, hit that subscribe button if you're new. It's very important to hit that subscribe button. And remember, we're able to do this with the support of our viewers like you. So you can support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some information. Что вы могу сказать за русский президент Владимир Путин? Я очень люблю нашего президента, хороший президент. Почему? Я не знаю, что бы мы без него делали. Да? Да. Как? Почему это? Ну, я считаю, он делает все правильно. Да? Защищает нашу страну, да. Ага. И что вы могу сказать за украинский президент Зеленский? Ой, если можно так выразиться, то я не считаю его президентом настоящим. Он все-таки был на КВНе, ну и по профессии он актер, клоун. Ну как такой человек может править страну, сами подумайте. Ага. Что вы могли сказать за Владимира Путина? Нам нужно только молиться о его здоровье. По факту сейчас страна очень сильно от него зависит. Не в плохом смысле. И, пожалуйста, украинский президент Зеленский, что вы могли сказать за него? Могу украинцам пожелать только Другого президента. как можно скорее. Зеленский не очень, да? Объективно не очень. Он не президент, он шоумен. Он будет распродавать Украину, пока ему будут позволять украинцы. Конкретнее. Что вы думаете о президенте Владимире Путине? Какое ваше мнение об этом человеке? Понятно, что этот вопрос немножко может быть провокационный. Да нет, не то чтобы провокационно. Да. Ну что, человек показал в некотором смысле свою волю, свои намерения. А что я тут могу сказать? Ну, конфликт рано или поздно все равно бы развязался. Хороший президент, плохой, как? Двоякий вопрос, не смогу ответить. Ага. Все зависит от конкретной области. И как это вопрос? Что вы могу сказать за украинский президент Зеленский? Его я знать не знаю, поэтому ничего не могу сказать. Ага. Хорошо. Я с ним не живу в одном государстве, он не мой президент, поэтому ничего не могу сказать. Хорошо. Что вы могу сказать за Владимир Путин? Хороший президент. Да? Да. Если бы мы были жили в царской России, то дать ему бразды правления на века. Ага. И может Зеленский, украинский президент, что вы могу сказать? Когда он только приходил к власти, многие возлагали на него большие надежды, потому что его предвыборные лозунги были обещающими, а сейчас он очень сильно упал в наших глазах. Как человек он, наверное, хороший. Как президент, но бывало и получше в Украине. Ага, понял. И что вы думал будет результат этой войны? Закончится, наверное, миром. Когда мы освободим Донбасс, на этом мы и остановимся. Дальше нам ничего не надо от этого. Ага. Сядем за стол переговоров. Ага, понял.
что вы думал за русский президент Владимир Путин? Ну, я за него никогда не голосовал, и поэтому думал против всегда его политики и позиции. И украинский президент Зеленский? Сложно, я не следил за его риторикой, за его позицией, поэтому трудно сказать, но понятное дело, что он пришел в очень сложное время для страны. И что вы могу сказать за русский президент Владимир Путин? Да, я считаю, хороший президент. Да, почему? Ну, я честно скажу, я не знаю, просто мне родители привили то, что Ельцин был, до этого президента, Ельцин. Он, разворовал страну, как они говорили, просто мне это не было, как они мне это рассказали, то, что он разрушил это. А Путин вроде потихоньку восстанавливает, налаживает как-то. Военные у нас нормальные, то есть оборона военная хорошая. То, что может, скажите, зарплаты у нас невысокие, но это есть такое, Но все равно лучше, чем было раньше. Лучше будет, да, чем было раньше, намного. И что вы могу сказать за украинский президент Зеленский? Про него я ничего не знаю, про него я ничего не могу сказать, честно. Понял. Можно вопрос, сколько лет вы? 18. 18. Да. What can you say about the president of Russia, Vladimir Putin? How do you think he is as a president from an outsider? Well, so like before this conflict, I just didn't think anything about him. I just thought he was just a dumb leader, world leader. But I can see I'm actually quite surprised how Russia handled dealing with the sanctions, how prepared that Russia was for the conflict, and I can see that the whole thing was managed well. So he's definitely smarter than the guys on the other side. I mean, that's pretty clear. But again, still, I don't, obviously I don't vote here or anything like that, so I don't really think about domestic politics at all here very much. So I don't know how it equates on that, but I can see that he did handle the situation quite well. And what can you say about the president of Ukraine, Zelensky? Oh, well, I've absolutely no respect for him. I mean, that's what I'm saying. All right, I don't have sympathy. I really don't have sympathy for that. I mean, I think he's a charlatan. I mean, obviously I can't follow Russian media because my Russian is nowhere near good enough. I can just about order a meal in a restaurant, and read and navigate a taxi and a few other things. But so I'm following a lot of analysts and what's being published in the media, what his words are in the Western media, and the story's changing all the time. There's a different excuse every day. He's clearly lying about the casualty figures that came out last week. That's a clear lie. Whether it is 100,000 or not, I think it is, to be honest. But there's no need for him to be telling these lies. And of course, the whole thing about the Polish missile rubbish. I mean, that was insanity. Already people knew that it was a lie, and he kept repeating the lie. And it's would you not even sit back and think? Join up your lies, make sure everything's consistent. He's not doing that, So that's pretty interesting. That's Brian from Ireland, married to a Russian here in Rostov. Interesting to get another kind of point of view on these reports. This is just one part of the 3 reports. Make sure you see all 3. Now we're off to get some more interviews. Что вы могу сказать за русский президент Владимир Путин? Русский что? Президент Владимир Путин. За президента Владимира Путина, ваше мнение? Я 15 лет не жила в России. 10 назад мы с ребенком вернулись в 2013 году. И я никогда навсегда не уезжала.
у меня здесь оставались родители, которых мы навещали, и из года в год я видела изменения к лучшему, очевидные изменения к лучшему. Я не фанатка Путина. Многие решения достаточно спорные, но я считаю, что это, пожалуй, один из лучших лидеров, которые есть. И вот то, что он заступился за Украину, у меня просто несколько знакомых, которые в Ростове с годами переезжали из-за того, что больше не могли выдерживать. У меня подружка, которая в квартиру залетела мина и не разорвалась. Вот, и они взяли все, побросали, переехали в Ростов. Вот, то есть я считаю, что он именно заступился за родных русских людей. И Зеленский, украинский президент? Ой, о Зеленском я вообще мало что знаю. Да? Только от своего мужа. Ну, это просто марионетка. What can you say about the Russian President Vladimir Putin? Что я думаю о президенте Владимире Путине? Да? Это сильный лидер, наверное, один из сильнейших в новой России. Не один, а, наверное, самый сильный. Поэтому я о нем думаю только положительно. И Зеленский? Зеленский, это человек, наверное, подневольный все-таки, который выполняет приказы своих западных хозяев, западных партнеров. Вот и все. Он делает то, что ему говорят. Okay, we talked to a lot of people today and got as many different opinions as we could. Obviously, the Russians, so a lot of opinions lead one way, but not all. We're here to show you what the Russian people think about these issues. Remember, we're doing a little format this time. As you can see, the interviews are split up in different ways because we want to make sure that people understand what they're watching and what it is. So we split it into what Russians think about the war in Ukraine, what they think about their president, Vladimir Putin, and the Ukrainian president as well, and what they think about Americans and the United States government. We're doing our best to evolve with the stories that come and evolve with you, because you're the ones that support our work. We are only here to report to you because we're only supported by you. This work is done because you, our viewers, support us as journalists, both here in the relative safety of Rostov and on the front line in Donbass and beyond. So please, continue to support our work. You can do it with the link on the screen or in the description. And of course, hit that like button, hit that subscribe button. Number one most important thing if you haven't done it already. Hit that subscribe button. Share this report across all social media to help show the world what is inside the Russian person's mind. Because not everyone knows and a lot of people are interested. So we're off to do some more very important stories because you out there support our work. Thank you.